Всем привет! Вы на канале Паутинка Книт. Меня зовут Валентина. В сегодняшнем видео к весне мы будем вязать вот такой вот красивый, шикарный, яркий шарф крючком. Этот шарф очень простой, узор один из самых простых, которые только могут быть для шарфа. Вяжется он очень просто, поворотными рядами туда и обратно, поэтому справится даже новичок. Здесь самое главное, чтобы шарф ваш получился красивый, правильно подобрать пряжу и крючок. Можно пряжу взять не обязательно такую, как у меня, секционного крошения, вот такая разноцветная, очень красивая. Моя пряжа очень тоненькая, поэтому вязание не такое быстрое, как хотелось бы, хотя очень простое. Учитывайте этот момент. Если вы не можете долго усидеть, то тогда постарайтесь взять пряжу чуть потолще. О пряже дальше. Не обязательно выбрать пряжу секционного крошения, можно взять однотонную. Берите какие-нибудь тоненькие ниточки с мохером, либо еще с чем-то таким, чтобы именно воздушный был шарф, красивый. Красивый он будет даже не только разноцветный, но и однотонный. По этому мастер-классу можно шарф связать и ребенку, и взрослому, а также можно связать не просто шарф, а большой палантин. И в подарок, и для себя это просто отличный вариант. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Мастер-классы на него выходят регулярно. Ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Также присоединяйтесь к открытому телеграм-чату, в котором мы общаемся с девочками, делимся настроением, работами. Там вы всегда найдете поддержку, можно задать какие-то вопросы и просто пообщаться. Буду вязать вот из такой пряжи Naco Angora Luxe Color. Здесь 150 грамм и 810 метров. У меня цвет 81 910. Здесь вот такие вот сочетания цветов. Состав 5% мохера, 15% шерсти и 80% премиум акрила. Буду вязать крючком 2,5, а петли буду набирать на крючок 3,5. Беру специально на целый размер побольше, чтобы край не стянуло. Попыталась вытащить ниточку из середины, аккуратно не получилось. Вот такая вот штучка. Сейчас я ее размотаю и начну вязать. Специально, чтобы вот эта вот бобинка не болталась у меня туда-сюда, поэтому я решила, чтобы она стояла на одном месте, а ниточка с центра двигалась. Беру крючок большего размера и начинаю набирать цепочку из воздушных петель. Набираю ее длинную. Такой длины набираю, какой длины мы хотим шарф. 150-160 сантиметров. Цепочка из воздушных петель набрана. И теперь я уже перехожу на свой рабочий крючок 2,5. И у нас, как всегда, наборная цепочка выглядит как косичка с лицевой стороны. И если мы ее перевернем, с изнаночной у нас есть вот такие вот перемычки. Вот они, вот они. Их очень-очень хорошо видно. Вот. Будем первый ряд провязывать в эти перемычки. Делаем на крючок накид, затем в перемычку забираем ниточку и все 3 нити на крючке провязываем. Накид, снова в перемычку, рабочую нить забираем, провязываем. Накид, перемычку и провязываем. И таким образом мы провязываем полностью весь ряд до конца. Мы связали полностью один ряд, и вот в конце у меня остается одна петелька, и я сюда также провязываю, забираю рабочую ниточку и к этой рабочей ниточке добавляю хвостик.
чтобы этот хвостик уже был спрятан. Объема здесь он не добавит, но надежно уже закреплен. Если хотите, можете в конце спрятать его иглой. Делаю воздушную петельку подъема. И теперь поворачиваю вязание. И буду точно так же полустолбиками с накидом провязывать в обратном направлении. Но теперь буду делать это за заднюю стеночку петли. Сразу в первую петельку я провязываю, накид забираю, вхожу вот не под обе стеночки петли, а под заднюю. Забираю рабочую ниточку и провязываю. Накид за заднюю стеночку петли, провязываю, накид за заднюю стеночку петли, и вот получается на крючке у нас 3 петли, и я их провязываю. И таким образом мы провязываем до конца ряда. Затем, когда мы дойдем до конца ряда, там мы делаем воздушную петельку подъема, разворачиваемся точно так же, как мы сейчас делали, и идем в обратном направлении, точно так же, как мы сейчас провязываем. У нас рисунок будет на протяжении всего шарфа или палантина, что у вас будет, сохраняться, тот же самый, одинаковый, и поэтому все у нас из ряда в ряд будет одинаково. Все оставшиеся ряды мы провязываем петельки наши за заднюю стеночку петли. И у нас получится такая красивая резиночка, как будто бы резинка, связанная спицами. Продолжаем провязывать на всю ширину. Вот, к примеру, вы сейчас ряд второй провязываете, да, предпоследнюю петельку провязали за заднюю стеночку петли, а последнюю петельку мы провязываем за обе стеночки петли. Мы берем не заднюю, не переднюю, не одну, а берем обе стеночки петли и провязываем. Это нужно для того, чтобы у нас вот этот вот край не был расхлябанным и не было отверстий, если вы провязывать будете за заднюю стеночку петли. Поэтому провязываем за обе. И то же самое мы делаем в конце каждого ряда. Провязываем за обе стеночки петли. А дальше на всей протяжении ширины шарфа мы провязываем за заднюю стеночку петли такие же самые петельки, которыми мы провязывали сейчас. Я связала всю ширину своего шарфа. Это у вас может быть палантин. Я решила довязать просто до конца мотка. И вот столько у меня осталось. Но я думаю, что на один ряд еще не хватит. Я просто довязала уже до конца ниточки. Думаю, что на ряд не хватит, поэтому останавливаю здесь. Ниточку обрезаю просто. И затягиваю, вставляю этот хвостик в иглу и прячу в полотно. И вот извязав целый моток, размеры моего шарфа получается в длину у меня 164 сантиметра и в ширину у меня 26 сантиметров. Это до стирки. Теперь мы шарф стираем, проводим ВТО, слегка распрямляем петельки при ВТО. Не растягиваем, а именно просто расправляем. Как я делаю ВТО, у меня есть отдельное видео, в правом верхнем углу оставлю ссылочку, переходите. И после стирки посмотрим, какой размер шарфа у нас будет потом, исходя из одного мотка. Ну вот мой шарф после ВТО, посмотрите, какие идеальные петельки. Все очень красиво, аккуратно, он очень воздушный. Прям прелесть. И как раз таки хотела сделать именно акцент на размерах шарфа после ВТО. Сейчас у меня в длину 190 сантиметров, он был до ВТО, как вы помните, 164 сантиметра в длину, сейчас он 190 сантиметров. И в ширину был 16, по-моему, сантиметров. Сейчас он стал 19 сантиметров в ширину. Но в ширину сильно я при ВТО не растягивала, я больше распрямляла вот в длину. Будьте аккуратны и при стирке, и при отпаривании. Ничего мы не тянем, не растягиваем. Внимательно смотрите видео про ВТО. Мы просто слегка разглаживаем, чтобы не деформировать полотно. Конечно, если у вас только не совсем маленький размер, вы хотите его прям сильно растянуть, но тогда у вас будут деформироваться петельки. Поэтому все же изначально мы считаем те размеры, которые нам нужны.
И не забываем, что вот это вот полотно, здесь очень нежная пряжа, она тонкая. И вот всегда пряжа вот такая воздушная и с мохером, она очень хорошо растягивается при отпаривании. Поэтому будьте аккуратны и аккуратненько отпаривайте, чтобы не испортить вещь. Тем более здесь такие тонкие нитки, вязание хоть и простое, но не совсем быстрое, так как небольшой крючок и тоненькие ниточки. Поэтому, чтобы ваша работа не была испорчена, все делайте аккуратненько. Очень красивый, яркий получился шарф на весну. Мне очень нравится. Прям нежный-нежный, очень красивый. Также я хочу сказать, что здесь вот этот край я никак не обрабатывала, не хочется на этом шарфе ни бахрому, ни какую-то обвязку. Но если вы хотите, то, пожалуйста, можете сделать бахрому либо частую, либо сплести бахрому. Я показывала в одном видео в летнем топе. Ссылочку оставлю сейчас в правом верхнем углу. Переходите, если вам такая бахрома понравится, то вполне ее можно сделать для шарфа. Можно здесь как-то обвязать, возможно, сделать шишечки. Это на ваше усмотрение. Мне не захотелось делать ничего, поэтому я здесь ничего не делала. Край тут красивый, аккуратный. Если вдруг у вас есть какие-то неровности, то можно просто обвязать рядом столбиками без накидов, либо сделать бахрому, если у вас достаточно пряжи. Всем, кому понравился мастер-класс, не забудьте поставить лайк. Вяжите ваши красивые шарфы. Жду фото с вашими готовыми работами. Когда я вижу обратную связь от вас и вижу ваши красивые работы по моим мастер-классам, тогда у меня появляется еще больше мотивации, чтобы вязать красивые вещи и снимать на них мастер-классы для вас. Всем приятного вязания!